Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет мукбанг. Сегодня немножечко поболтаем о том о сём. Поэтому, если интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного аппетита. Ну и приятного просмотра, конечно же, в первую очередь. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и не забывайте писать ваши отзывы и комментарии. Друзья, я сегодня ужинаю. Снимаю этот обзор уже почти 8 часов, прибежал домой. Сварил наивкуснейшие домашние, на секунду, домашние вареники. Делал себе на работу салат. Сам делал себе на работу салат свежей капусты, морковки. Вот. Ну и с варениками у меня будет хреновина. Хреновина и тоже домашняя. Но елки-палки, сегодня у меня на ужин все домашнее. Вот, поэтому как-то так. Ну что, друзья, с чего начать? Ну, расскажу сначала про свою еду. Салатик я делаю с уксусом. Добавляю чуть-чуть уксуса. Морковка, капуста, соль, сахар, масло подсолнечное чуть-чуть. Только чтобы смазать, чтобы сухонько не было. Вот, и уксус. Обожаю такой вот салатик. Я же поваром когда-то работал. Я стоял на подгарнировке. И я тазами делал этот салат. Поэтому у меня он получается, ну, очень вкусный. Прям безумно. Я обожаю этот салат. И все, кому удается честь попробовать мой салатик, просто в восторге. Ручки золотые. Вареники. Друзья, ну это у меня мукбанг. И еще у моей кошки сегодня мукбанг. Она там тоже кушает, хрустит. Ну, естественно, я же прибежал с работы и начал ее кормить. Вареники я делаю исключительно сам. Я не покупаю ни вареники, ни манты, ни тефтели, ничего не покупаю, все готовлю сам. В последнее время это очень сложно получается готовить, вот, потому что наградил себя кучей работой вообще вот так вот выше крыши, я ничего не успеваю, но иногда приходится так вот вечерами и нет да нет слеплю себе пельменев или вареников. Надо сделать, кстати, влог и залезть в мой холодильник и показать, что у меня в холодильнике. Холодильник блогера будет называться видео. Вот. Друзья, я не знаю, очень меня многие не понимают, но я вареники почему-то люблю с хреновиной, хоть убей. Люблю с подсолнечным маслом. Но с хреновиной я обожаю больше всего. Тем более с домашней. Мамочка готовила. Ой. Вкуснятина неимоверная. Аж нога зачесалась. Ну что я хочу сказать. Ради чего сегодня весь этот сыр-бор. Ну, во-первых, давно у нас не было мукбанга. Давно хотелось высказаться. Я заметил, что у меня в последнее время мукбанг это чтобы высказаться. Нет, друзья. Сегодня я выскажусь от радости, наверное. От радости, что я задумал. Я задумал в этом году отдохнуть за границей. Ура! Ура, ура, ура! Так, подавиться можно, надо аккуратно. Вот, ну и что? В общем, у меня есть загранпаспорт, который закончился в 2021 году. Ну, сами помните, да, у нас в 2020 году случилась пандемия, и мы все сидели не то что в Казахстане, мы все сидели дома. Да, и ты сидела дома тоже, да? Мякаешь. Ты на лоджию, что ли, просишься? Я закрыл дверь, чтобы не шумели.
Мне некогда. Вот, я до пандемии успел съездить в нескольких стран. Вот. Паспорт дается на 10 лет. И вот за эти 10 лет у меня получилось побывать 2 раза в Турции я был. Был 1 раз в Грузии. В Армении был. На Украине был. Сижу такой, вспоминаю, где я? В Таиланде я был, друзья. И знаете, я сегодня думал, блин, как обидно, что у меня еще тогда канала не было. Вот бы сейчас классные были бы влоги, мукбанги какие-нибудь тайские. Эх. Но все, что не делается, все делается к лучшему. Поэтому я надеюсь, что в этом году у меня получится возобновить свои турне, путешествия по закордонам. Если честно, я хочу съездить в этом году во Вьетнам. То есть, ну, во Вьетнаме я еще не был. Но, как я начитался, насмотрелся, Вьетнам это практически тот же Таиланд. Но хочется во Вьетнам. Очень хочется. Во-первых, во Вьетнаме шьют одежду. А у меня отдел мужской одежды. Я хочу еще и 2 зайцев убить, еще сходить и посмотреть, договориться. Ну, в общем, узнать про одежду, почему бы и нет. Вот. Поэтому, друзья, паспорт я заказал на прошлой неделе в пятницу. Паспорт, мамочки не горюй, 27 тысяч тенге. Это, друзья, где-то... Я вспоминаю, сколько долларов стоит у нас. 10... это где-то 40 долларов, что ли, получается? Даже больше. Это где-то 50... Да, это где-то 50 долларов, друзья, стоит паспорт сейчас сделать за грамм. Плюс еще я заплатил за доставку. Ну, в смысле, чтобы ускорено, чтобы мне быстро сделали. Вообще 15 дней ждать. Но я тут посмотрел, что сейчас есть горящие путевки во Вьетнам и в Таиланд. Я прям очень сильно думаю, очень сильно хочу до конца апреля, может быть, в начале мая рвануть по горящей путевке. Я до этого ездил только по путевкам, не по горящим. А тут решил попробовать. А как это по горящей путевке? Кстати, напишите в комментарии, кто где отдыхал, поделитесь со своим отзывом, очень будет интересно. И напишите, во сколько вам обошелся ваш отдых. Будет тоже очень интересно. Вот, друзья, ну если у меня получится, но я уверен, что у меня получится, то ждите самых горячих видеообзоров с моего путешествия. Все, переключаюсь, завязываю с косметикой. Теперь я буду травести-блогер, хотел сказать. Ну, в Таиланд же едем. Размечтался, ага. Travel-блог надо проживать. В общем, мне, конечно, далеко до таких блогеров. Но свои домашние влоги сделать будет интересно. В общем, друзья, вот такая вот история с путешествиями. Очень-очень сильно хочу съездить. Кто его знает, что сейчас в нашем мире творится, непонятно что. Года идут, друзья, года идут. Хочется мир посмотреть. Мне Боженька дал возможность посмотреть этот мир. А я сижу, ничего не вижу, никуда не смотрю. Вот, ну,
Если у меня не получится, просто сейчас это во Вьетнаме и в Таиланде идет бархатный сезон. У них заканчивается сейчас сезон, поэтому идут горячие путевки. Сейчас у них начнутся дожди, проливные дожди. Но у них тепло, друзья, не то что у нас, но просто будут дожди. Вот. А потом это будет не сезонье. Я не знаю насчет не сезонья. Можно ли туда поехать в дожди, что там делать в дожди, я еще пока не знаю. Но если у меня вдруг не получится сейчас успеть этот захватить бархатный сезон, то, возможно, я как вариант снова полечу в Турцию. Чем мне Турция нравится, это такой, знаете, бюджетный хороший вариант. То, что ты покупаешь путевку, где все включено. Ты едешь, и ты не переживаешь ни за что. А самое главное, за еду. То есть тебя будут кормить весь день. Вот я до пандемии последний раз в Турции был. Это было что-то. Жри, пей весь день. Это, конечно, классно. Ты сыт и доволен. В Таиланде такого нет. Нет, ну там, может быть, и есть такие отели, где все включено, но они, наверное, стоят. Мама, не горюй. Вот. Но в основном в Таиланде это идет путевка, отель с проживанием и питанием на базе завтраков. А кушать ты идешь куда сам захочешь. Очень много кафешек, цены, конечно, не дешевые. Но вот я когда был в Таиланде, я был с друзьями. Мы в основном питались в европейских кафешках, европейская еда. Мы практически не поели таиландскую пищу. Ели в основном только нашинскую, европейскую еду. Суп том-ям мы так полюбили, его только и ели. В этот раз я хочу поехать еще и за гастрономическим оргазмом. Все-таки хочется попробовать. Ну, фрукты это что-то. Я буду кушать одни фрукты, если поеду. Вареников налеплю и с собой возьму. Не, на самом деле нельзя категорически с собой брать еду, которая самодельная, ну, домашняя. Магазинную можно, но прежде чем вы куда-то едете, обязательно смотрите запреты по еде, по алкоголю, даже по лекарствам. Будьте внимательны. Вот когда кто ни разу никуда не ездил, когда соберетесь, изучите все, особенно по лекарствам, если вы привязаны к какому-то лекарству, посмотрите, можно ли это лекарство ввозить в ту или иную страну, потому что она у них может быть запрещенным, и не дай бог. Вот. А так, да, там, например, я никуда с собой ни еду, ни алкоголь не брал ни разу. Все покупал там. Ну, вот у меня друзья в Турцию летали. Ну, еще, кстати, знаете, есть лайфхак какой хороший. Когда прилетите, можно алкоголь купить в duty free. Тоже, кстати, неплохой вариант. Но хочу сказать, что алкоголь везде очень дорогой. Не знаю, во Вьетнаме мне сказали, что там прям копейки стоит. Пиво особенно там копейки стоит, но алкоголь не знаю. Как всегда, хороший будет очень дорого, а дешевый неизвестно какого качества. Поэтому, друзья, как-то так. Ой, устал я, очень хочу в отпуск. Поэтому сразу хочу вас предупредить, что может получиться такая ситуация, что на моем канале вдруг несколько дней не выйдет видео, потому что я улетел. Ну, естественно, вы об этом узнаете. Естественно, я расскажу. И надеюсь, вы меня отпустите отдохнуть. Напишите в комментарии. Сможете без меня 7 дней прожить?
без моих видеообзоров. Ну, зато взамен я вам привезу другие обзоры с теплых стран. Еще хочу в Дубай. Но у меня все отговаривают. Как вкусно было, а? Прям очень вкусно. Меня все отговаривают, что в Дубае делать нечего, там скучно, одни запреты, там очень много запретов. Не пить, не курить, на них не смотреть. В общем, не знаю. Нет, ну пить там можно в каких-то в туристических зонах, в отеле, например, я не знаю, в кафешках, наверное, то, наверное, не знаю я, не был. Но мы же не пить едем, а отдыхать. Не обязательно же пить, можно просто отдохнуть. Но вечером сесть на лоджии отеля с бокальчиком или с кружкой, с бокальчиком хорошего вина или с кружкой холодного пива. Ой. Короче, я сплю и вижу уже, как я отдыхаю. Так что так, мои хорошие. Работа стоит, продажи упали. В апреле продажи у меня всегда падают. Не знаю, как у вас, но у меня всегда падают продажи. Потому что в марте, помимо 8 марта, это самый главный праздник для косметических фирм, у нас еще в Казахстане есть такой праздник, как Наурыз, на который тоже очень много берут на подарки продукцию. Поэтому понабрались, а самое главное, понатратились. Потому что сейчас это все денежки же стоят. Поэтому продажи упали. Но мы не отчаиваемся, все у нас хорошо. Настроение у нас хорошее. Мукбанг заканчивается. Поэтому хочу вас еще раз поблагодарить. Все мои хорошие, любимые мои, дорогие. Спасибо вам за эту круглую цифру, которую мы с вами сделали. 6000 подписчиков. Ну, я не ставлю сейчас себе цели, там, 7000, 8. Я ставлю себе цель 10 тысяч. 10 тысяч подписчиков, это будет круглая дата. Отметим ее, как полагается. Накроем стол и гульнем, как гульнули когда-то на 3-летие канала. Да, по-моему, на 3-летие мы гульнули, или на 2-летие, не помню. В общем, мы гульнем, 10 тысяч подписчиков сделаем. Друзья, вопрос на засыпку мне уже писали. Мне уже писали, что в честь 6 со стола, друзья, крошки со стола. Мне уже писали в комментариях розыгрыши. Мои хорошие, я знаю, что вы хотите подарков, вы очень хотите поучаствовать в каких-то розыгрышах, в конкурсах. Но у меня сейчас настолько перегрузка в мозгу, я даже не знаю, что скреативить, что придумать такое интересное, чтобы... Подарок я придумаю, без проблем, подарков вот, по горло. Поэтому, почему бы и нет, напишите в комментарии. Ну, вы же подписаны не только на меня, вы подписаны на многих блогеров. Посмотрите, какие блогеры, ваши там любимчики блогеры, какие они проводят конкурсы. Освежите мне память, подскажите мне, в общем, подскажите, какие конкурсы вы бы хотели, чтобы я провел. Раньше я делал конкурсы только на Казахстан. Сейчас же я готов сделать конкурс на весь мир. На весь мир. Даже этим, господи. На космическую станцию Мир отправим подарок. Ой. Поэтому, пожалуйста, будьте активными. Я знаю, что если вас попросить, вы всегда отзоветесь и напишите ваши комментарии. Поэтому, ой, слушайте, ну ужин был очень вкусный. Сейчас ногу кверху и буду отдыхать. Нет, сейчас сниму на самом деле еще пару влогов, обзоров. И потом ногу кверху и буду отдыхать, друзья. Ну что, спасибо большое
что провели этот вечер сегодня со мной. Все очень было вкусно. Напишите напишите в комментарии, понравилось вам, не понравилось. Ну и пишите, напишите, какие все-таки конкурсы на моем канале можно было бы провести. Вот. Я буду все внимательно читать, делать выводы, и как только, так сразу проведу конкурс. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.